Славяне – это отдельная ветвь балтов. Проблема происхождения славян, несмотря на давность, до сих пор не решена однозначно. Ряд ключевых моментов не позволяют достоверно узнать места обитания славян и даже точную дату их появления в Европе, чего не скажешь о прочих народах континента. Это вызывает ряд вопросов без ответов. Почему греческие и римские авторы не видят славян ни в Европе, ни даже в будущей России, в то время как вполне буднично описывают будущих эстонцев, осетин или грузин? Почему славяне появляются в истории лишь в V веке уже нашей эры, слишком поздно, в сравнении с другими народами и непонятно откуда? Почему язык славян одновременно архаичен, но несет следы влияния почти всех языковых семей Европы, даже далеких кельтов, италиков и иранцев? Как такой многочисленный уже с самых ранних времен народ мог столько времени быть невидим для греков Римской империи или Персии? Эти вопросы не решены никем до сих пор. Многочисленные германцы были известны всем соседям, архаичный язык скандинавов оттого и таков, что был изолирован от прочих. В мировой истории поздно появились венгры или норманы, но те и другие жили далеко и пришли сравнительно поздно. Но никто не собрал полную коллекцию загадок, кроме славян. Палеолингвистика открыла новые гипотезы для поиска прародины славян с помощью языковой реконструкции. Оказалось, что внутри индоевропейской языковой семьи славяне длительное время жили вместе с балтами, а уже затем отделились от них и распались на западных, южных и восточных. Один из самых архаичных языков, литовский, очень близок к славянским, также близки к ним языки куршей, прусов, ятвягов и латышей. Есть общие божества – славянский Перун и балтский Перкунос, общие мотивы в культуре, например, височные кольца, не говоря уже о внешнем сходстве, очевидным даже невооруженным глазом. Тогда как и почему балты и славяне разошлись? Славяне, выходцы из лужицкой культуры, были одними из самых древних земледельцев Европы, которые осваивали легкие почвы вдоль рек востока Европы. Именно потому славяне пашут землю на лошадях, а не на быках, как другие европейцы, хотя бык куда сильнее. Культура боевых топоров – тоже индоевропейцы, но вышедшие из степи и прибыли в Европу чуть позднее. Крайне воинственные коневоды стали одними из предков балтов, у которых культ коня остался даже несмотря на лесную местность, где поселились. А уж всадниками ятвяги и прусы были отменными. Еще один тяжелый аргумент – ареал обитания балтов был столь широк, что полностью поглощал славян. От Польши до границ нынешнего Татарстана и от Эстонии до Крыма проживали балтские племена. Именно их описывает Геродот по именам будинов, меланхленов и нервиев. За янтарем к эстам ездят римские купцы, а девичьи хороводы, рубленые избы и хлеб да соль видят дипломаты в ставке гуннов Атилы. Славян отдельно никто не видит, и балтская гипотеза объясняет почему. Балты – кабинетный термин для лесостепных индоевропейцев востока Европы, из которых уже позднее выделились славяне. Занимая огромную территорию, одна их часть дрейфовала в сторону иранских племен и стала антами, другие были ближе к кельтам и превратились в западных славян. Их общая языковая база и единый язык был разорван вторжением сначала гуннов, а затем авар. Кочевники увели с собой в Европу значительную часть балтского населения и расселили его там для своих нужд. Близким, но все-таки разнородным группам экс-балтов пришлось вырабатывать единый язык, некий пиджин, как у африканских рабов в Америке, чтобы понимать друг друга. Это дало начало появлению отличий славянского и балтского. Оказавшись в центре Европы, экс-балты и будущие славяне там и получили контакт с германскими, кельтскими, иллирийскими и романскими языками, чье влияние фиксируют в прославянском лингвисты. Кроме того, найдены даже фрагменты некоего алтайского языка, что указывает только на аварский след. Таким образом, балтская гипотеза исходит из того, что неразделенные изначально балты и славяне были отрезаны друг от друга нашествиями из степи. В результате этого появился славянский язык, как солянка, арго для понимания всеми прочими. Это объясняет, где были славяне до нашествия степняков, почему в их языке столько заимствований и почему до V века славян не видел никто в Европе, а вот балты были хорошо знакомы. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.